Друзья, всем привет из солнечного Мерсина. Мы сейчас находимся в районе Мезитли. Это такая деловая часть района Мезитли, но в то же время здесь неподалеку есть пляж. Буквально через 5 минут, если перейти дорогу, вы попадете на государственный пляж, есть платный пляж, есть бесплатные пляжи. В общем, здесь такая оживленная часть. Параллельная улица здесь это Виран-Шехир. Это очень такая оживленная набережная для прогулок. Там есть кафе, рестораны и так далее. Но у нас сегодня для вас уникальное предложение. Это квартира планировки 1 вот в этом комплексе Ихсан-Донуш. Здесь мы продавали квартиры еще с самого котлована. И вот несколько наших клиентов приобрели сейчас здесь квартиры, и одна из них продается. Эта квартира подойдет и для постоянного проживания, для тех, кто хочет приехать в Мерсин не просто валяться на пляже, хотя это тоже вполне исполнимо, потому что море рядом, но и тем, кому важно, чтобы было все рядом, чтобы здесь была благоустроенная городская инфраструктура. И вот это как раз-таки предложение вот под такой запрос. Пожалуйста, здесь посмотрите, улица, там Соли-центр, торговый центр, Гроссери, огромный магазин Гроссери, тут же Мигрос, различные кафешки, фастфуд, рестораны. Еще раз говорю, да, через дорогу перешли, там уже и пляж, а здесь именно деловая часть. И вот в этом комплексе очень многие квартиры переоформили в коммерческую недвижимость и открыли здесь офисы, потому что здесь очень это востребовано. Вот посмотрите, прямо в самом здании уже нижний этаж занял магазин Мадам Коко. Вот если мы посмотрим на соседнее здание, посмотрите, сколько здесь офисов, и это здесь очень востребовано, поэтому если вы хотите иметь какую-то инвестицию, которая будет приносить постоянный доход, это точно вы не прогадаете, потому что это очень востребованный район. И здесь можно открывать парикмахерские, какие-то офисы, под офис сдавать, да. В общем, разные могут быть вариации. Прежде чем зайти в саму квартиру, давайте немножечко здесь вот прогуляемся. Ну, во-первых, на что хочется обратить ваше внимание, это то, что здесь есть подземная парковка. Вот, это тоже очень удобно. Вот, машины не будут стоять на улице, перегреваться, всегда будет парковочное место. Второе удобство, я уже сказала, это наличие инфраструктуры. Пожалуйста, прямо в этом доме есть магазин Мадам Коко, где все продается для дома. Вот здесь видно посуда, чашки, пледы, одеяло, постельное белье, все что угодно. Также прямо рядышком совсем находится Вестель магазин. Сейчас отойдем, чтобы люди у нас... Вот. Сама вот эта трасса D400, это вот весь Мерсин тянется вдоль набережной, вот его, вдоль этой трассы. Вот, пожалуйста, здесь магазин Вестель. English Home. English Home это тоже большой магазин. Тут тоже все для дома. Кстати, смотрите, какие здесь классные скидки. 80%, друзья мои. Надо заходить. Смотрите. Вот, конечно, наличие такой инфраструктуры вокруг, это очень-очень упрощает жизнь, это удобно. Если вы планируете приезжать сюда и жить здесь долго, да, какое-то время. Смотрите, рядом аж несколько аптек. Вот, пожалуйста, одна аптека, вот вторая, третья, здесь поликлиника рядом. До Соли дойдете буквально за 5 минут. Вот он, не знаю, отсюда видно или нет вывеску. Сейчас приближу. Вот видно Гроссери. В Гроссери самые вкусные овощи и фрукты. И не так дорого, как в Мигросе. Вон Соли-центр видно. И, в общем, мы можем так с вами по улице идти, потому что там вот не заканчиваются эти различные ресторанчики, магазинчики. Вот здесь, пожалуйста, какие-то аксессуары для дома. Кстати, тоже нужный магазин. Масайт, сандалье, стулья и столы, пожалуйста. Кофе тут же вам, пожалуйста. Какой-то корейский знак, это может быть какой-то Ки-Ай. Что это такое? Кофе Свит. И на какие-то корейские, может быть, какое-то корейское кафе. В общем, надо зайти посмотреть. Я сама, кстати, живу в районе Мезитли, но я живу чуть дальше, вглубь туда, в том более спальном таком районе, а это такой более деловой район. Ну, в общем, тут и пицца, и тут свежее мясо можно купить, то есть здесь такая вот мясная лавка.
Вот. Ну и мы можем с вами так долго еще идти. Я вам просто хочу показать, что вот торговый центр соли здесь прямо в пешей доступности. Вот видно его. А в самом торговом центре есть фитнес-клуб соли. Ну и вообще здесь, кстати, вот вдоль набережной тут тоже есть, туда вот если в ту сторону, там есть несколько фитнес-клубов. В один из них я хожу, в Колдаш. Вот это вот ниш-ниш, здесь очень... Здесь, в общем, всякие сухофрукты, орешки и такое все натуральные продукты, масло, такое растительное, да, все такое для здоровья. В общем, натуральные продукты, орешки, сухофрукты, семечки, различные масла, шампуни даже есть на натуральной основе. В общем, тоже очень хороший магазин. Здесь мы часто покупаем вот именно такое вот семечки, орешки к столу. Вот отсюда, кстати, видно море уже. Видно, что здесь море недалеко. Вот на самом деле вы переходите дорогу, и вы на набережной, вот если с той стороны, вот туда мы повернем сейчас, вот с той стороны, вот перейдете дорогу, вы попадаете прямо на пляж Помпей-Бич. Также здесь есть платный пляж Авлун, тоже классный, там диджейские вечеринки всякие проводятся. Вот и сервисный центр для машин. В общем, вот такой вот оживленный район. И, конечно же, я думаю, вы понимаете, что здесь, например, аренда, она всегда будет востребована, потому что здесь, как вы видите, много офисов, какой-то бизнес здесь открывают. Вот. Поэтому это очень хорошая инвестиция. Ну и учитывая, какая цена, я вам сейчас ее озвучу, когда мы будем уже в квартире. Очень выгодное предложение, я считаю. Сейчас мы двигаемся в обратную сторону, в сторону комплекса. Вот он виднеется сейчас, да, чтобы меня с машины не сбило. Вот. И там тоже видно, что у нас есть. Де-факто магазин большой, вот виднеется. Не знаю. Сейчас приближу чуть-чуть. Там тоже всякие магазины, кафе, обменник, золотые магазины, где тоже можно валюту поменять. Все прямо рядом. Если вы здесь жить, конечно, можно свои дела очень быстро решать, никуда не надо ехать, пешком дойти и все сделать. Не знаю, поменять валюту, сходить перекусить, зайти в банк, какие-то дела решить, купить что-то себе для дома или из одежды, сесть на автобус, проехать в центр города, в центр. В общем, все прям удобно. Искупаться, сходить на пляж, позагорать. И все это в пешей доступности. А теперь пойдем смотреть саму квартиру. Вот такой небольшой дворик. Ну, кстати, вот чуть-чуть отдалились от трассы, и уже не так шумно. Вот сейчас посмотрим. В квартире. Такой вот небольшой вход. Смотрим, здесь даже есть ногтевая студия. Все под боком. Вот такой вот красивый, кстати, вход. Входная группа. Посмотрим, что там. Уже давно мы здесь не были, наверное, уже с тех пор. Ну, такая небольшая территория. Зато и айдат, наверное, здесь тоже небольшой. Так, вот это входная группа. Здесь 2 лифта. Здание всего 7 этажей. Вот такой вот лифт. Очень даже прилично выглядит все. Видно, что здесь чисто, убирают, ничего не заляпано. Это тоже очень важно. Как вот потом после сдачи комплекс выглядит. Вот так вот здесь расположена квартира, такой вот узкий коридор. Видите, вот есть газовая труба. Это говорит о том, что здесь можно оформить газовое отопление в этом комплексе. И внутри квартиры есть газовая труба. И вот уже мы с вами заходим в саму квартиру. Вот такая вот необычная немного планировка. Вот здесь вот расположен шкаф в прихожей, там вот санузел. Сейчас мы с вами везде прогуляемся. И вот такое вот балкон, как остекление, похожее как на балконе. Вот, вот эти вот панельки, они раздвигаются, и можно вот здесь полностью открыть или закрыть при желании. Вот, кстати, мы в помещении находимся.
Ну вот не сказать, что прям так сильно шумно. Я практически вот, в принципе, неплохая здесь звукоизоляция. Вот. Вот так вот расположена кухня. Вот здесь вот у нас вход. Здесь, конечно, я думаю, что больше всего подойдет для сдачи в аренду, ну, либо для людей, которые хотят быть в гуще событий, жить в центре города, тоже вполне подойдет, потому что здесь вот у нас все для этого есть. Вот такой вот санузел просторный здесь. Будет газовое отопление, и зимой здесь будет очень комфортно проживать, не только летом, но и зимой. Вот, все уже здесь помыто после строительства тоже, что немаловажно, очень приятная такая чистота здесь. Здесь вот кухня расположена вот таким вот образом. Мраморная столешница. Вот это вот место под холодильник. Здесь вот балкон небольшой. Вот так вот он выглядит. И вот там вот расположена спальня. Вот заходим, две розетки видим. Здесь предполагается, что должна стоять двухспальная кровать. Здесь вот такое же остекление. Радиатор в каждом помещении есть, да, в каждой комнате. Вот здесь вот место для телевизора. А вот здесь вот, смотрите, есть такая ниша, в которой можно обустроить прямо полноценную гардеробную комнату. Вот. И здесь небольшой закуток, в котором тоже можно поставить, например, какой-то шкаф, стеллаж, там, например, и так далее. Вот. Я считаю, что это очень-очень такое интересное предложение, которое себя окупит 100%, потому что, ну, в таком месте иметь квартиру, которую можно потом сдавать как под офис и так далее, это, конечно, всегда ликвидно. И квартиры вот в этом районе, они всегда будут дорожать, то есть они всегда будут в цене, это всегда ликвидная недвижимость, это удобное расположение, учитывая то, что и море в пешей доступности, вот, кстати, его здесь видно, там прям корабль плывет, видно, не знаю, камера передает или нет, и море здесь в пешей доступности, и вся инфраструктура тоже буквально вот, как говорится, под боком. Цена этой квартиры 52 тысячи евро. Сейчас мы прогуляемся с вами до пляжа, чтобы вы наглядно увидели, насколько близко он расположен. Прогуляемся с вами по набережной. Здесь недалеко расположена набережная Виран-Шахир, про которую я вам говорила. Это набережная, на которой есть рестораны, кафе, мороженое. Просто можно прогуляться с детьми, с собакой, провести досуг. Итак, мы на набережной в районе Соли. Вот сейчас поверну, вам покажу. Смотрите, вот там вот видно вот Соли центр, который прям в 5 метрах находится от нашего комплекса. Вот он виднеется. Сейчас немножечко еще прибавлю. Видно гроссери, видно Соли центр. Не знаю, камера передает, нет. Вот. И вот здесь буквально через дорогу переходите, и вы на набережной и на пляже. Вот сейчас покажу вам пляж. Государственный пляж. Вот это вот муниципальный пляж. Но здесь за лежаки есть какая-то там символическая оплата, насколько я знаю. Без лежака можно просто здесь находиться. И вот эта набережная тянется в ту сторону до Виран-Шахир. Это набережная такая уже более, она чуть пошире. И там побольше там ресторанов, хотя здесь тоже есть кафешка, вот, например, там вот где вот эти деревья, там Помпей кафе, по-моему, Помпей кафе так называется, если не изменяет память. Вот, до сих пор еще, видите, люди у нас купаются, у нас еще жара до сих пор. Сейчас уже, считаю, конец уже сентября, а еще жарко. Мы уже, наоборот, ждем, когда закончится лето, хотим осень. Если вас заинтересовало наше предложение, обязательно связывайтесь с нами. Все контакты находятся в описании. И, конечно, не забывайте подписаться на наш канал, ставьте нам лайки, пишите комментарии. Будем благодарны. А я желаю вам всего самого наилучшего. С любовью из Мерсина. Пока-пока.